Ежегодно UFC выбирает лучший нокаут года. Это стало традицией с 2005 и продолжается по сегодняшний день. И я собрал все нокауты года от UFC, начиная с 2005. Приятного просмотра. Реванш Чака Лиддела и Рэнди Кутюра был одним из самых больших событий для UFC в 2005 году. Их первый бой закончился победой Кутюра нокаутом. Для разогрева второго поединка полутяжеловесов сделали главными тренерами на самом первом сезоне шоу TUF. Так что к моменту их выхода в октагон ажиотаж вокруг их первой встречи был огромный. Кутюр агрессивно шел вперед, но Лиддел был быстрее и проворнее. Он пошатнул оппонента контрхуком, заставил его идти в слепой размен. Рэнди попытался атаковать, но напоролся на правый кросс, который стал финальной точкой поединка. Так Лиддел впервые стал чемпионом UFC и превратился в главную звезду промоушена, а турнир, на котором все это случилось, был признан самым кассовым в истории лиги на тот момент. Неудивительно, что именно этот нокаут выиграл премию по итогам года. Именно с этого нокаута официально началась премия «Лучший нокаут года» от UFC. В 2006 году на чемпионском небосводе зажглась звезда Андерсона Сильвы. Он был новичком лиги, который выходил на свой второй бой в организации. Против него стоял доминирующий чемпион с двумя защитами – Рич Франклин. Бойцы несколько раз плотно разменивались на руках и оба выглядели опасно, пока Паук не прихватил Франклина в тайский клинч. Оказалось, что Рич просто не знает, как действовать в таких ситуациях. Сильва раз за разом всаживал острейшие колени по корпусу, а когда чемпион опустил обе руки для защиты, колено прилетело уже в голову. Франклин с большим трудом стоял на ногах, но добивания из хайкика и серии панчей в голову довели дело до конца. Андерсон Сильва наделал много шума такой победы и дал понятие всем средневесам, что в этом дивизионе новый король. Позднее бразилец получил сначала бонус нокаут вечера, а позднее и премию нокаут года. Друзья, все видео нокаутов, прямые трансляции UFC, новости, мои выборы на турнир, все это можно найти в моем телеграм-канале Калугин ММА, нас уже 50 тысяч. Если ты фанат UFC и хочешь оставаться в курсе всех событий, чтобы не пропустить очередной нокаут года, то подписывайся на наш телеграм, ссылочка в описании. А по QR-коду можно забрать фрибет 10 тысяч от моих партнеров. И подкрепить интерес к ближайшему бою, ничем не рискуя. Если QR-код неудобен, фрибет также доступен в нашем телеграм-канале, а мы продолжаем. Переход Мирка Крокопа в UFC в 2007 году был огромным событием для мира единоборств. Хорват пришел в главную лигу мира сразу после победы в Гран-при Прайда. Он был мировой звездой спорта, а его коронный левый хайкик внушал ужас каждому сопернику. Во втором бою под баннером UFC его свели с бразильским джиттером Габриэлем Гонзагой. Крокоп шел огромным фаворитом, а победитель боя должен был выходить на титульник. В начале боя Мирко обрабатывал Гонзагу киками, но бразилец использовал это себе на пользу. Перевел хорвата в партер и брутально разбил в граунд-энд-паунде. За 30 секунд до конца первого раунда рефери поднял бойцов обратно в стойку. Казалось бы, вот он шанс для Крокопа. Но именно в этот момент Гонзага выбросил правый хайкик, сложивший хорвата на месте. Базовый джиттер вырубил короля хайкиков хайкиком. Безумие чистой воды. Поединок признали апсетом года в 2007, а Гонзага выиграл еще и в номинации «Нокаут года».
К осени 2008-го Чак Лиддл только-только закрыл серию из 2 поражений, в ходе которой он потерял пояс. Эванс же был 28-летним непобежденным проспектом с 6 победами в UFC. Это была битва поколений и классическое противостояние нокаутера Лиддла против борца Эванса. Во втором раунде Чак запрессинговал соперника к сетке и хотел нанести мощный правый апперкот. Но Рашад выбросил свой оверхенд на миллисекунду раньше и отправил ветерана в тяжелейший нокаут. Лиддл еще несколько минут не мог прийти в себя и понять, где находится. Для Эванса та победа стала самой большой в карьере и имела огромное значение. Он громко заявил о себе и благодаря тому нокауту получил титульник. В декабре Рашад стал чемпионом, а через пару недель получил премию «Нокаут года» за финиш над Лиддлом. Этот бой Андерсона Сильвы не только получил премию «Нокаут года» впоследствии, но и был признан одним из самых идеально чистых и эстетически совершенных выступлений за всю историю UFC. После 5 успешных защит титула в среднем весе Паук поднялся в полутяжелый для встречи с бывшим чемпионом Форестом Гриффином, который только-только утратил свой пояс. Сильва сиял в тот вечер как никогда прежде, он всегда был на шаг впереди, уклонялся от каждого удара, провоцировал соперника, работал с опущенными руками без какой-либо защиты и даже так оформил 2 нокдауна. После чего с издевательской легкостью вырубил Гриффина легким одиночным ударом в челюсть. Позже Форест сказал, что чувствовал себя в октагоне максимально беспомощно, будто мальчик, который пытается подраться с отцом. В 2010-м главной звездой UFC, безусловно, был Брок Леснар. Он владел поясом в тяжелом весе и ставил все новые рекорды по продажам Pay-Per-View. Свою вторую защиту Брок проводил против непобежденного проспекта Кейна Веласкеса. Леснар славился своей борьбой, огромной физической силой и габаритами, внушающими страх. Веласкес выдержал стартовый натиск чемпиона, технично защищался от борьбы, дождался, пока Леснар устанет, и перехватил инициативу. Одним из ударов Кейн заставил чемпиона затанцевать вокруг своей оси. Позже этот момент назовут брейкдансом Леснара. Веласкес уложил огромного Брока на канвас и обрушил на него жесткий граунд-энд-паунд, который смог остановить только рефери. Кейн потушил главную звезду лиги и сам стал огромной звездой, заодно получил премию «Лучший нокаут 2010 года» от UFC. За всю историю существования лиги сложно вспомнить более безумный и драматичный поединок, чем Пэт Бэрри против Чейка Конга. После пары минут осторожной разведки Конга был отправлен в нокдаун. Вскоре последовал второй нокдаун и дикое добивание. Многие решили, что Чейк уже не выберется. С огромным трудом африканец вернулся в стойку, шатаясь и приходя в себя. Бэрри решил, что дело сделано, открылся слишком сильно и поплатился за это. Конга пробил апперкот точно в челюсть, от которого Пэт Бэрри уже не оправился. Трибуны сошли с ума от такой неожиданной развязки, а вся бойня оставила такой эмоциональный след у фанатов, что в конце года не было никаких вопросов, кто должен забрать номинацию «Камбэк года» и заодно «Нокаут года». За свою невероятно длинную карьеру в UFC Эдсон Барбоза оформил множество ярких финишей. Зарекомендовал себя как одного из самых опасных и мастеровитых кикеров в этом спорте. Но даже в его послужном списке нокаут против Терри Этима стоит особняком. UFC today, Terry Etim. Sideline with Mike Lugo. Edson Barboza. В
третьем раунде Эдсон выбросил безумный уилл-кик или по-простому удар ногой с разворота. Соперник мгновенно превратился в каменную статую, который свалился с постамента. Сложнейший по исполнению удар получился настолько идеальным и точным. Джо Роган тут же стал кричать, что это лучший нокаут, который он видел в своей жизни. Трибуны тоже ревели от восторга, поскольку бразилец Барбоза сделал это на турнире в Рио-де-Жанейро. Финиш до сих пор, даже спустя почти 15 лет, входит во все подборки лучших нокаутов в истории лиги. Так что, разумеется, в 2012-м он без какой-либо конкуренции забрал награду по итогам года. К моменту первого боя против Криса Уайдмана Андерсон Сильва не знал поражений на протяжении 7 лет, ни разу не проигрывал в UFC и провел 10 успешных защит пояса. Уайдман представлял угрозу в первую очередь в борьбе. Из первых минут боя начал проводить тейкдауны, хорошенько помяв паука. Однако финиш неожиданно пришел в стойке. Сильва начал свои фирменные провокации, но не рассчитал дистанцию и был отправлен в нокаут. Так, одним точным ударом Уайдман прервал рекордный 16-матчевый винстрик бразильца, забрал его пояс и свергнул с первой строчки рейтинга Pound for Pound. Возможно, это был не самый красивый нокаут года, но его значимость сложно переоценить. За это он и получил премию «Нокаут года». Большую часть карьеры корейский полусредневес Ким Дон Хён был известен как скучный борец одеяла, однако в один миг он решил резко изменить свой стиль. Хён вышел на бой против Джона Хэтэуэя. За один только первый раунд Ким оформил 2 нокдауна и был максимально близок к финишу, но соперник все же дотянул до гонга. Со второго раунда бой стал равным и превратился в рубку на встречных курсах. В третьем зрители ждали эпичную развязку и получили ее. В одном из разменов Хён выбросил локоть с разворота, который прилетел Хэтэуэю прямо в лицо. Добивания не потребовалось, потребовались врачи. Кореец забрал бонус за выступление вечера, а позже был награжден еще и за нокаут года. Нокаут в бою Ронда Роузи и Холли Холм был настолько большим и важным событием в мире единоборств, что легко мог бы претендовать не только на статус нокаут года, но и на премию нокаут десятилетия. Самая большая звезда и самая успешная чемпионка среди женщин. Человек, повлиявший на создание в UFC женских дивизионов. И доминирующая чемпионка с 6 защитами титула и 0 в графе поражений, что может пойти не так. Ронда, уничтожавшая всех своим фирменным армбаром, слишком поверила в свою ударку, за что и была наказана, когда ее в пух и прах разбила бывшая боксерша Холли Холм. Этот нокаут хайкиком закончил эру правления Роузи. Холм одним ударом снесла самую большую звезду и перевернула страницу истории женского ММА. А по QR-коду на экране можно забрать фрибет 10 тысяч от моих партнеров, либо в телеграм-канале Калугин ММА. А в 2016-м Лэндо Ваната был на хайпе. В июле он едва не одолел пиковую версию Тони Фергюсона, а в декабре вышел на бой против Джона Макдесси, чтобы оформить лучший нокаут в своей карьере. Серия финтов Ванаты запутала соперника, заставила того забыть о защите. В открытую область справа моментально прилетел красивейший удар с разворота. Сам нокаут и празднование Ванаты были максимально гангстерскими. Он сразу понял, что добивания не потребуется. Все самые крупные издания вроде Шердога и ММА-файтинга признали этот финиш нокаутом года, а Ванату главным открытием 2016-го.
Собственно, позже и сами UFC объявили, что премию «Лучший нокаут» 2016 года выиграл Лэндо Ваната. В карьере восходящего камерунского проспекта Фрэнсиса Нгану первым серьезным испытанием на пути к элите тяжелого веса стал опытнейший ветеран Алистер Оверим. Голландец входил в топ-5, шел на серии из 2 побед и всего год назад бился за пояс с Миочичем. Все ждали, что Фрэнсис, который до этого сносил соперников за минуту-другую, наконец-то получит достойный отпор. Все случилось за минуту 40. Оверим пытался спастись от тяжелых ударов за счет движения головой, перемещения по октагону. Но самонаводящий апперкот Нгану уже взял цель. Одним могучим ударом Фрэнсис едва не оторвал голову голландца от шеи. Добивающий удар сверху на повторе выглядел еще более жутко. С тех пор о Нгану заговорили как о настоящей большой проблеме. Камерунец в UFC оформил немало брутальных нокаутов, но именно этот получил премию «Нокаут года». Легендарный локоть из ада считается, пожалуй, самым редким, неповторимым и неожиданным нокаутом за всю историю лиги. Все 5 раундов корейский зомби был лучше Яира Родригеса. Он прессинговал, перебивал в стойке и шел к уверенной победе. Интенсивный бой измотал обоих. За несколько секунд до конца они и вовсе остановились, подняли руки вверх, но решили пойти в последнюю атаку. Зомби полетел вперед, а Яир выбросил удар, который не мог предвидеть ни один человек в мире. Корейский зомби рухнул на канвас так, будто у него забрали душу. Многим, кто смотрел бой в прямом эфире, тогда потребовался не один повтор, чтобы вообще понять, что это было. Ведь помимо сумасшедшего нокаута, тут важен контекст. Он был зафиксирован на последней секунде 5-го раунда. За это выступление он получил 2 бонуса, а в конце года получил премию «Нокаут года». Вряд ли во всей этой подборке можно найти более узнаваемый и вирусный нокаут, чем тот, в который Хорхе Масвидаль отправил Бена Аскрена. Выходцу из кулачных драк Масвидалю не давали шансов против прилипчивого борца Аскрена. У Хорхе был единственный шанс в первой атаке успеть сделать что-то, прежде чем его повалят на канвас, и он это сделал. The fight clock is brought to you by Modelo. One of the greatest knockouts you'll ever see. Этот удар коленом стал главной визитной карточкой Масвидаля и сделал из него невероятно большую звезду, о котором в 2019-м говорил весь мир. Нокаут за 5 секунд стал самым быстрым в истории лиги и, разумеется, получил награду «Нокаут года». А ролик с этим поединком вошел в тройку самых популярных на официальном YouTube-канале лиги и к сегодняшнему дню собрал уже 58 миллионов просмотров. Следующий нокаут сам президент лиги Дейна Уайт назвал нокаутом тысячелетия. Что примечательно, случился он в прелимах проходного Fight Night'а. Бакли и вовсе шел с рекордом 0-1 в UFC, так что от него вряд ли ждали нечто подобное. Back to the UFC with a point to prove. Thought he was going to get a bit 15 days after receiving his UFC contract following his contempt. Хакин показывал чудеса пластики, координации и борцовской находчивости. Когда Импа Касанганай поймал его ногу, Бакли пробил удар с разворота второй ногой и попал своей пяткой точно в цель. Касанганай тут же окаменел и рухнул вниз. Удар выглядел так, будто бы это были персонажи из Mortal Kombat. Дейна Уайт сразу же назвал этот нокаут лучшим в истории лиги. Люди стали требовать, чтобы Хакину отдали все бонусы этого турнира. А ролик в соцсетях официально был объявлен самым просматриваемым в истории канала UFC. Он даже обогнал прошлый рекорд Конора Макгрегора почти в 8 раз. Бакли мгновенно стал звездой и, разумеется, забрал награду «Нокаут года».
Чем более доминирующим чемпионом становился Камару Усман, тем более страшным универсалом он был в клетке. Даже будучи одним из лучших бойцов рейтинга Pound for Pound, Усман не переставал прогрессировать и оттачивал ударную технику. В титульных боях он оформил пару нокаутов против Колби и Бёрнса, но лучший хайлайт случился в реванше с Масвидалем. Superstars in mixed martial arts today. Jorge, another scary proposition if he is about to present an even better version. Во втором раунде базовый вольник Камару Усман подловил мастера ударной техники Масвидаля и буквально прошил его голову насквозь одним точным кроссом. Кадр падения Хорхе был максимально кинематографичен. С него красиво слетели капли пота, после чего Геймбред слег окончательно. And of all the superlatives, Камару неожиданно для всего мира создал произведение искусства, которое было награждено по праву. Удар, который позже сам Леон Эдвардс назвал «Headshot Truth», заставил вскочить со своих мест абсолютно всех фанатов по всему миру. 4 раунда Усман перерабатывал очередного претендента, сминая Леона и в партере, и в стойке, но за минуту до конца боя Рокки выбросил идеальный хай-кик, который обрушил и самого нигерийца, и его рекордную победную серию. Правление Камару Усмана в полусреднем весе было закончено. Человек, который прежде ни разу не проигрывал в UFC, теперь лежал лицом вверх, пытаясь понять, где находится. Одно из самых драматичных свержений чемпиона и бесспорно один из лучших нокаутов последних лет. В 2021 году Усман получил премию «Нокаут года», а в 2022 снова стал участником «Нокаутом года», но уже не в свою пользу. Ветеран лиги Джош Эммет очень плохо начал 2023 год. Сначала он проиграл бой за временный пояс Яиру Родригезу, затем был разгромлен Ильей Тапури, а под конец года его решили бросить под восходящего проспекта Брайса Митчелла. Многие ждали, что Брайс будет быстрее, хитрее и навяжет свой фирменный грэпплинг, но до этого дела просто не дошло. Эммет подошел и выстрелил как из танка. Первым же ударом он закончил бой, оставив оцепеневшее тело Митчелла биться в конвульсиях. Безумно брутальный и мощный нокаут от ветерана стал красивым завершением года и украл у других претендентов премию «Нокаут года». Когда Дану Уайта спрашивают о лучшем вау-моменте в истории лиги, он смело называет нокаут в бою Макса Холлоуэя и Джастина Гейджа. Юбилейный турнир UFC 300, бой за уникальный пояс BMF. Разумеется, фанаты ждали чего-то особенное. Весь бой прошел в односторонней доминации гавайца. Тем удивительнее, что на последних секундах он сам указал на центр, призывая Джастина пойти в последнюю решающую рубку. Конечно же, Гейджи согласился, но через несколько секунд пожалел об этом. В плотном размене Макс пробил прицельный удар, от которого хайлайт упал лицом в канвас без признаков жизни. Позже Уайт назвал этот нокаут главным моментом в истории единоборств. Выписал Максу целых $600 тысяч в качестве бонуса. Как и в 2018 году у Родригеза, этот финиш произошел на последней секунде 5-го раунда. Турнир UFC 319 вошел в историю как единственное шоу, на котором нокауты локтем с разворота были оформлены в 2 боях подряд. Сначала Карлос Пратос сложил таким образом Джеффа Нила, а следом в октагон вышли Лерон Мерфи и Аарон Пико. Пико начал бой активно, много прессинговал и явно поставил Мерфи в тупик.
Однако новичок лиги действовал слишком однообразно и читаемо. Лерон понял его движение и встретил очередное сближение локтем с разворота. Удар пришелся точно в висок и отправил Аарону Пико в другое измерение. За свою длинную и долгую карьеру Мерфи в UFC это было всего лишь третий финиш и сразу же лучший нокаут года. 2026 год еще не закончен, и кто получит премию от UFC за лучший нокаут года, мы еще не знаем. Но есть один поединок, который до сих пор лидирует с большим отрывом в этой номинации. Алекса Грасса и Мэйси Барбер бились в марте этого года. За 20 лет существования этой премии лишь раз ее забирала девушка. Есть все шансы, что в 2026 году произойдет второй такой случай. After what she plans tonight, which is to take strawweight that moved up to the flyweight division and experienced. Уже в первом раунде Алекса Грасса оформила нечто невообразимое. Она сначала отправила соперницу в нокаут, а затем задушила. Все произошло настолько быстро, что пришлось по повтору определять, это был нокаут или сабмишн. На замедленном повторе видно, что Алекса брала на удушающий уже нокаутированную соперницу. Поэтому официально было зафиксировано, что Грасса победила именно нокаутом. В 2026 лучше этого финиша еще не было. Всех жду в телеграм-канале Калугин ММА. До встречи именно там. Пока-пока.